Купалье – старинный праздник солнца и огня, зрелости лета, трав, расцвета природы и плодородия земли. У славян широко бытовало мнение, что солнце купальским утром выплывает из-за горизонта играючи. Как свидетельствуют легенды, оно сначала немного поднимается над землей, затем опускается и так несколько раз. И если встречать купальский рассвет у водоема, то создается ощущение, что солнце купается в воде. И именно поэтому этот праздник и стал называться Купалье. У меня уже есть одно видео про этот праздник, которое я снимала 3 года назад, и в котором рассказывала про особую силу лекарственных трав, собранных в этот день, и про гадание на цветочных венках о замужестве, о сжигании всех бед и болезней на кострах, о поисках цветка папоротника и гадании на 7 травах. Но к этому можно еще кое-что добавить. Например, то, что в эту ночь всякая нечисть, ведьмы, леши, русалки получают особую силу. Поэтому, как оберег от порчи, было принято в этот день класть на подоконники жгучую крапиву. А двери скотных дворов подпирать осиновыми кольями. Также считалось, что повысить урожайность на огороде можно, если ночью, перед самым восходом солнца, наломать вербы и разбросать ее по грядам. Самым благоприятным временем для начала косьбы считалась именно купальская ночь. Хорошие хозяева всегда в эту ночь делали 2-3 прокоса со словами «пройти до солнышка 2 прокоса, ходить не будешь боса». Купальскую ночь купаться категорически запрещалось, потому как это было время сил тьмы, которые могут запутать в водорослях неосторожного купальщика и утянуть его в подводный мир. Но как только наступал рассвет, все собирались у воды, чтобы наблюдать, как купается солнце, а затем сами шли окунуться в эту волшебную, чудодейственную воду, в которой только что искупалось небесное светило.
я ранее сказала, эта купальская ночь считалась магической. И уж, конечно, это было то самое время, когда различные гадания и предсказания считались самыми верными и самыми исполняемыми. И мы с вами сегодня тоже немного погадаем. Для начала заглянем в прошлое. Девятка посохов. Карта, обозначающая испытание на стойкость и прочность. Не все было так легко и просто, как хотелось бы нам. Потребовалась особая внутренняя воля, чтобы продержаться и выстоять, несмотря на трудности, которые встречали нас на пути. Не всегда нам хватало сил и терпения. Противостояние и борьба нам казались бесполезными. И с чувством поражения мы отступали, пытаясь, если не сдаться, то хотя бы взять передышку для восстановления сил и осмысления ситуации. Из-за всех этих мрачных мыслей нам не видны были другие радости. Мы как будто увязли в трясине и не могли из нее выбраться. Но это все в прошлом. Что же в настоящем? Все не вечно, и это не бесконечно. Поставив четкие задачи и разумные сроки, усердно взявшись за дело и с умом распределив средства, мы начали неспешное, но уверенное продвижение вперед. Еще не все так прекрасно в нашем настоящем, и порой приходится выполнять сразу несколько задач в состоянии суматохи и метаться между крайностями. Но получая как итог всех наших стараний справедливую награду за наш верный или неверный выбор, за наши правильные или, может, не совсем правильные поступки. Но что же нас ждет в будущем? И все же правильных поступков и верных решений будет больше, так как эта карта говорит о радостном завершении дела с достойным вознаграждением и уверенности в завтрашнем дне. Настанет период счастья и спокойствия, и появится возможность наконец-то расслабиться и беззаботно отдохнуть. И все же я не советую вам, как этот веселый парень, налегать на кубки. А не то может так случиться, что на этот пир к вам пожалует сам господин дьявол. И мы снова вернемся в это не самое светлое прошлое, из которого будет не так легко выбраться. Но сейчас вы можете загадать какое-нибудь свое самое заветное желание. Посмотрим, что же нам на это скажут карты. Будет ли оно исполнено или не стоит даже мечтать о нем. Десятка кубков. Это карта счастья, радости и исполнения желаний. И, как на мой взгляд, самая милая карта во всей колоде.
Но гадать можно не только с помощью карт. Воск от свечи тоже вполне подойдет для того, чтобы одним глазком заглянуть в будущее. Для этого нужно измельчить огарок свечи и растопить воск в металлическом сосуде на кончике язычка пламени и быстро вылить в сосуд с холодной водой. Внимательно рассмотрев полученные фигурки, можно увидеть различные очертания или силуэты. Если у вас не найдется специальных расшифровок для гадания на воске, можно для этих целей воспользоваться толкователем снов. Но, как мне кажется, наше с вами предсказание не нуждается ни в каких пояснениях и расшифровках. Ну а с помощью двух зеркал можно было увидеть своего суженого задолго до знакомства с ним. Для этого зеркала выставляли друг против друга. Зажигали свечи, садились посередине и, глядя в одно из зеркал, произносили: «Суженый рядом, приходи ко мне ужинать». Затем нужно было внимательно всматриваться в зеркало до тех пор, пока в нем не отразится будущая судьба. Но будьте осторожны, под видом суженого могут прятаться бесы. И если вы не успеете накинуть на зеркало белое покрывало, они завладеют вашим взглядом и уже никогда не отпустят.